Всем привет! Сегодня у нас расклад на май, да? Что он подарит? Свежий старт или дверь закроет? И что ожидает в конце тебя весны? Посмотрим любовь, деньги, работа. И прежде чем начать, конечно же, приглашаю всех в проживание аркан. Проживание арканов вы как бонусом, это вы научитесь Таро читать в потоке. А основная задача — это психологические проработки, причем очень глубокие. Вот есть же расстановки, а это еще глубже. Конечно же, приходите в манифест. В манифесте вы научитесь всему эзотерическому, там защиты ставить, квартиру чистить, людей других чистить и так далее. Это на уровне манифеста. И что самое главное, хочу сказать, что не устанавливайте приложение на Boosty. Вот, например, ссылка на Boosty в описании к видео и в закрепленном комментарии. И когда вы на нее кликаете, у вас открывается браузер, и там есть предложение. Установить приложение или нет. Вот на крестик нажимайте и отказывайтесь, потому что если установите, у вас в приложении будут цены видны в 2 раза больше. Это связано с комиссиями App Store и Google Play. Поэтому только через браузер приложения отказывайтесь. На уровне манифеста вам доступно и проживание, и марафоны, и эзотерическая библиотека. И, что самое главное, хочу сказать тем, кто проживает арканы уже. Кстати, на Ютубе марафоны недоступны. Те, кто проживает арканы на Бусти, обязательно зайдите в магический чат. Марафоны в закрепленном сообщении в магическом чате. И марафон на поднятие, обретение женской самооценки проходится в Императрице, а на денежный канал, на открытие денежного канала, он проходится в Маге. Вот это обязательно запомните. И надеюсь, что вы меня еще не забыли. Вы без меня уже 4 месяца. И, так-то вы со мной еще до сих пор, потому что для меня сегодня 31 декабря. Я вот вам расклады записываю на год. Но если вы еще видите премьеры, да, и смотрите вот это видео, значит, я еще не вернулся. Потому что если все хорошо и я вернулся, премьеры закончатся, я их уберу, удалю и начну записывать расклады ежедневно, как и было раньше. Но раз видите, значит, я еще не вернулся. Итак, давайте, я думаю, начнем расклад. Все нужные ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Единички. Единички. Что ждет тебя в плане любви? Знаешь, май, он для тебя про войну. То есть романтика, свидание, цветочки этого всего нет, понимаешь? Про войну. Ты будешь отбиваться. Каждый день, каждый вечер кто-то прям вот лезет на твою территорию и хочет забрать то, что твое. А ты вот стоишь с палкой и машешь, говоришь: не пущу, не дам, не трогай меня. Ты от этого устанешь. К середине мая ты будешь вот выжатая, как лимон. Держишься, как говорится, на честном слове. Стоишь уже не потому, что хочешь стоять, а потому что сесть страшнее. И сразу скажу, это не про нового мужчину, нет, это про того, кто уже есть. Или про того, кто был и не отпускает тебя. И ты защищаешь себя от него, от его вот этих требований, претензий, от его попыток залезть в твою жизнь.
Он атакует прям по всем фронтам. Ты отбиваешься. И вот так каждый день. К концу мая у тебя, сил на любовь вообще не будет, да, будем смотреть объективно. Ты будешь смотреть на все это и думать такая: да блин, мне одной хорошо, гори оно все огнем. Лучше одной, да, чем так. Вот так вот. Это правильная мысль, потому что то, что требует защиты каждый день, да, это не любовь. Это какая-то осада. И ты живешь как в крепости, и просто уже задолбалась от этого. Радости на личном фронте май не принесет. Май принесет понимание, что так жить нельзя, что вот эти баррикады, они твою энергию забирают всю. Что ты тратишь себя на защиту вместо того, чтобы тратить на жизнь и на нормальную любовь. Это закрытая дверь. Но закрытая туда, куда и не надо было ходить. Вот ты перестанешь биться за то, что не стоит вот этого вообще. А к июню палку опустишь, да. Скажешь: забирай и уйдешь. Не потому что сдалась, потому что ты просто поймешь, что воевать за это вообще глупо. В плане денег что ждет? Хорошие новости ждут. Новая возможность. То есть это не лотерея, сразу говорю, не наследство, это работа. Новый источник дохода появится, и ты его прям вот прочувствуешь весь. Прям увидишь, вот он, вот как можно денежек заработать. Сразу скажу, это не $1 000 000 на тебя упадет, нет. Пахать придется. Медленно, упорно, день за днем. То есть это путь не для тех, кто хочет быстро и сразу. Это путь для тех, кто готов вкалывать, как лошадь Пржевальского. И человек появится. Сразу говорю, если я говорю, что человек появится, это не значит, что любовь. Нет, это мужчина, он спокойный, надежный. Он, знаешь, он покажет, как это работает. То есть, по-другому скажу, он тебя научит, как время превращать в деньги. Как вот маленькие действия каждый день складываются в один огромный результат через месяцы. Бешеных денег в мае нет, но это начало чего-то, что принесет бешеные деньги потом. То есть ты посадишь в май семечко, поливать его будешь, а через полгода, как говорится, урожай, добро пожаловать. Май тебе даст инструмент. То есть не деньги, а инструмент для денег. Разница вообще огромная. Деньги кончаются, да, а инструмент, он всегда работает, пока руки не из попки растут. И вот этот вот мужчина медленный, он будет твоим проводником в мир нормального заработка, понимаешь? Сразу скажу, он не волшебник, он просто знает, как работать, чтобы результат был. И он тебе вот это покажет. Сразу говорю, не жди, что в мае ты разбогатеешь. Жди, что в мае ты поймешь, как разбогатеть. Понимаешь? Деньги, как говорится, любят терпеливых. И май — это вот как раз проверка на терпение. Вот если начнешь и не бросишь через неделю, то к осени будет чем хвастаться. Ты не из тех, да, кто за 30 зайцами погнался и хрен ничего не поймал. В плане работы. В плане работы про мастерство. То есть про то, как ты делаешь, и то, что ты делаешь, понимаешь? То есть про качество. Ты вот сядешь и начнешь учиться. Вот свои, какие у тебя есть навыки, ты их оттачивать начнешь. Понимаешь? То есть те навыки, которые у тебя уже есть, но они не идеальны еще. А те, кто нормальные, ты их сделаешь блестящими. Понимаешь? То есть ты займешься собой как профессионалом. И это не скучно, понимаешь? Это не скучно. Вот смотри, в художественных школах, да, учат, как рисовать. Штрих рисуешь, еще штрих, и вот так вот 100 раз, да, чтобы потом красивый штрих сделать. А когда 1 000 000 штрихов нарисуешь, то ты уже картину напишешь прям вот супер классно. Понимаешь?
То есть ты будешь работу свою делать снова, снова, пока не станет автоматически хорошо. И что самое классное, то, что ты расцветешь. Прям буквально. Потому что к концу мая, знаешь, ты другой станешь. Более в себе уверенный, более привлекательный, более там наполненный. Потому что женщина, которая владеет вот этим мастерством, да, она светится по-другому. Но я не про внешность, я про ощущение себя. Когда ты вот знаешь, что ты умеешь свою работу делать хорошо, да, даже отлично, я бы сказал, то ты и ходишь иначе, и смотришь иначе, и вообще говоришь даже по-другому. Вот май как раз делает тебя королевой в своем деле. Через рутину, через повторение, через скуку из-за вот этой ежедневной одной и той же работы. И люди начнут это замечать. И клиенты, и начальство, и коллеги, они все увидят, что ты выросла, что ты лучше стала, что теперь ты не просто сотрудник, да, а мастер, сотрудник месяца, я бы сказал. И это, конечно, плоды принесет. Как деньги, так и возможности, так и предложения. Все это придет, знаешь, к чему? Вот, как сказать, то, что ты станешь мастером своего дела. Понимаешь? Но это все придет только той, кто не бегает от одного к другому, а кто в одно углубляется, понимаешь? То есть в твоей работе май — это вот свежий старт. Но не тот вот, где все новое, да, а где старое становится классным. Вот ты себя, как сказать, перезапустишь как профессионал. Понимаешь? В мае ты это все поймешь. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и иногда вспоминай меня. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Двоечки, что тебя ждет в плане любви? Ну, май в любви для тебя про вот эту работу, я бы сказал. То есть не романтика, не страсть, не признание при там луне. Ты прям будешь вкладываться в отношения как в работу. Рядом человек у тебя есть. Он такой, знаешь, сложный, упрямый, с характером, и хрен его прогнешь. Не заставишь делать по-своему, да, там, криками и скандалами. Он как этот зверь дикий, который сам решает там прийти или уйти. И вот ты научишься с ним работать. Каждый день маленькими шажочками будешь понимать, где надавить, где уступить, да, где промолчать, где мягко сказать. Вот у тебя будет приручение его, без всякого вот этого, как сказать, крика и истерик. И терпения до хрена тебе надо будет. Такого терпения, которого вот раньше у тебя не было. Потому что ты привыкла, что если чего-то хочешь, надо силой брать, а тут сила работать не будет. Тут будет выдержка работать. Вот май, он научит тебя мужика своего укрощать через постоянство. То есть не через истерики, не через шантаж, не через манипуляции, тем более манипуляции компотом, да, а через то, что ты каждый день показываешь ему одно и то же. А это у нас надежность, там, стабильность и рядом готовность быть. Скучно, может быть, но это работает. Потому что дикий зверь, он же не палкой приручается, да? А регулярной едой. И вот мужик приручается не криками, а ежедневным теплом. И ты сейчас, наверное, сидишь, смотришь это и материшься. Но зато к концу мая ты увидишь результат. Он мягче станет, он ближе станет. Откроется, где закрывался до этого.
потому что ты не давила, потому что ты ждала, потому что делала одно и то же каждый день, и он это ценил. Май — это для тебя, знаешь, про то, что любовь руками своими строится. Ежедневным трудом, действиями мелкими, да, которые складываются в одно большое. И ты вот станешь, как сказать, гуру в отношениях. Научишься тому, чему раньше не умел. И этот старт не в том смысле, что новый мужик, нет, а в том, что новый подход. То есть ты перестанешь воевать и начнешь строить. Тут все просто. В плане денег что? Придется защищать деньги. На тебя полезут и завистники, и хейтеры, и конкуренты. Понимаешь? Ты будешь стоять и отбиваться, будешь говорить: не отдам, это мое. Каждый день кто-то будет пытаться отщипнуть кусочек от твоего пирога. И тебе надо будет его охранять. Но что важно, после вот этой битвы праздник будет. Ты свое отстоишь и получишь спокойствие. То есть дом, уют, ощущение, что вот все на месте, все по полочкам. К концу мая, ты знаешь, ты будешь сидеть у себя дома, да, и смотреть на то, что ты защитила. Деньги на счету, крыша над головой, стабильность, которую не отняли. Но это не про новые доходы, нет, это про сохранение того, что есть. Май тебя как раз проверит на способность удар держать, на умение «нет» говорить, на готовность драться за свое, понимаешь? Кто-то в долг попросит еще, ты откажешь. Кто-то предложит, знаешь, вот, как сказать, сомнительное вложение, и ты откажешь. То есть человек захочет, чтобы ты заплатила за него, и ты откажешь. Откажешь. Понимаешь, на что я намекаю? Вот это твое умение защищаться, знаешь, оно определит все твои деньги в мае. Дашь слабину — потеряешь. Устоишь — значит, сохранишь и приумножишь. А праздник в конце месяца, он заслуженный. Не тот, где вот тебе подарили что-то, да, а там, где вот сама заработала, сама отстояла и защитила. Май для тебя в деньгах — это, знаешь, экзамен на взрослость. Умеешь ли ты сказать «нет», когда давят? Понимаешь? А ты умеешь, просто ты забыла. Вот май напомнит тебе. В плане работы. В плане работы странным будет май. Ты вот зависнешь, буквально повиснешь в воздухе и не будешь понимать, чего делать. То есть движения никакого, прогресса никакого. Вот стоишь на месте и ждешь непонятно чего. Все твои проекты встанут, все решения отложатся. Ты вот будешь чувствовать себя в подвешенном состоянии. Но это неплохо, нет, это нужная пауза будет. Тебе, знаешь, давно нужно было вот остановиться и подумать. Потому что ты бежала, а куда бежала, неизвестно, да? Или делала, а зачем? Вот май, он заставит тебя пересмотреть на работу с другой стороны, вверх ногами. Ты просто увидишь то, чего ты не видела. Что можно вообще по-другому, что путь другой есть, что баланс, он важнее скорости. И к концу мая ты выйдешь из этого зависания с пониманием, да? Не с действиями, а с пониманием. Как вот совмещать работу и жизнь, и как не сгорать. Понимаешь? Умеренность твоим словом станет. Ты перестанешь рваться во все стороны. Начнешь делать меньше, но качественнее. Жить медленнее, но полнее, понимаешь? Потому что май, он закроет дверь, вот, как сказать, в старый режим работы. Там, где ты пахала до упаду, да, где отдых, хрен знает когда, или вообще чувствовала себя виноватой, когда отдыхала. И откроется новый режим, где хватает того, что есть, да, где можно остановиться без паники, и где работа — часть жизни, а не вся жизнь. И эта трансформация больненькая, конечно. Пока висишь, будет неприятно. Хочется двигаться, хочется делать, а нельзя. Надо будет ждать. Дождешься потом и поймешь, зачем это было.
Потому что тебе баланс нужен, а другого пути нету. Обязательно подписывайся на канал, жми на колокольчик и приходи в проживание арканов. Для тебя вот маг будет полезно. Ну а мы перейдем к троечкам. Троечки, сразу говорю, простите меня, что в любви ждет в мае. Ну, знаешь, начнется все красиво. Ты прям будешь ощущать праздник, да, там первомайские праздники, еще что-то девятомайские, 9 мая и так далее. То есть момент будет такой, что вот будет казаться, что все на своих местах стоит. Уютно, хорошо, безопасно. На свои отношения посмотришь, подумаешь, наконец-то вот она вкусная стабильность. А потом все к чертям полетит. То, что тебе казалось крепким домом, крепкими отношениями, это все рухнет. Причем быстро, без предупреждения. Ты вот только расслабилась, только порадовалась, а тут херакс и все. Но это не потому, что ты что-то сделал не так, нет. Потому что этот дом, он был построен без фундамента. Ну или на гнилом фундаменте. Ты просто этого не видел. Видеть ты не хотел. Вид делала, что все хорошо, когда внутри-то уже трещало все. Вот май, он разнесет эту иллюзию. Красивую картинку ты себе и другим рисовала, а май ее разнесет. Понимаешь? И больненько будет, потому что ты привязалась. Потому что поверила в эту сказку, потому что уже начала планы на будущее строить в этом доме. А дома-то больше нет. Стоишь на обломках и не понимаешь, что произошло. Май дверь закроет. Знаешь, какую? Которая никуда и не вела даже. То она тебя только держала в отношениях, которые, ну, уже все. Злиться будешь, плакать будешь, не понимать будешь за что. Хотеть отмотать назад будешь хотеть. Но назад нельзя, да и не нужно, потому что то, что рухнуло, оно должно было рухнуть. Май просто ускорит неизбежно. А к июню ты будешь стоять на чистом месте. Больно, страшно, непривычно, но зато свободно будет. И будешь готова строить заново что-то настоящее на этот раз, понимаешь? Вот праздник, который в начале мая, он был прощальный. Понимаешь? То есть, типа вот последний пшик перед перед концом, понимаешь? В плане денег. Смотри, в деньгах серьезная связка будет. Мужчина и женщина. Оба про вот дело. Он с мозгами правдивый, она практичная, хозяйственная. И вместе они создадут для тебя возможность. Это вот партнерство деловое. Не романтика, бизнес, потому что смотрим деньги. Два человека, которые друг друга дополняют. Он думает, она делает. Он планирует, она воплощает. И ты войдешь вот, как сказать, в их поле. Они тебе предложат участие в чем-то. Вот что-то, что связанное с вот материальным миром. Дом, хозяйство, то, что потрогать руками можно. И вот эта женщина, она твоим проводником станет. Она покажет, как идеи свои превращать в деньги, как ресурсами управлять, энергией, как строить, как говорится, из ничего что-то ценное. А он направление тебе даст, логику объяснит, скажет, что работает, что не работает, без вот этих сентиментулек, да, и без воды. Четко и по делу скажет.
Вместе они тебе дверь откроют в новый заработок. Вот не тот, где ты одна крутишься, да, как белка в колесе, а где команда, где каждый делает свое. Мои про деньги — это про умные связи. Про то, что вот правильные люди рядом важнее, чем твои собственные навыки. Понимаешь? Ты одна сделаешь вот одно, а с ними ты сделаешь одно, умноженное на 10. И они неожиданно появятся. Ты через кого-то познакомишься, поэтому вот будь внимательна к парам, которые вместе работают, потому что одна из них вот этот твой билет в денежный рост. Но в плане работы, работа про семью почему-то. То есть родня, коллеги, которые стали родными, то есть клан, с которым ты давно. И там будет драка. Ты в конфликт с кем-то из своих вступишь. Не чужой человек, который напал. Нет, свой. Тот, кто годами с тобой рядом, кому ты доверяла. А причина глупая будет. Какая-то мелочь. Типа, кто больше денег вложил, кто больше получил. Вот это распределение денег. То есть дележка того, что вместе нажили. И больненько будет, потому что свой, он же больнее бьет, чем чужой. Потому что ты не будешь ожидать такого вот от этого человека. Думала, уж с ним-то я договорюсь, но нет. Он захочет свое и уступать не будет. Вот май как раз и потребует от тебя драться за эту позицию. То есть за место в этой семейной системе. У тебя, так карты показывают, может, у тебя работа уже как жизнь, и ты уже, как говорится, перепутала, где жизнь, а где работа. Но это так. И конфликта этот не избежишь, нет. Он потому что давно назревал. Просто вот в мае он прорвется. Понимаешь? Как вот плотина. Рухнет, вот он точно так же. Отношения будешь выяснять, неприятные вещи будешь говорить. И слышать будешь тоже неприятные вещи. И разочаровываться в человеке, которого всю жизнь знал. Но это будет нужно, чтобы точки расставить, понимаешь? Чтобы понять, кто чего стоит, у кого какая маска. Чтобы больше вот этих иллюзий про лояльность, которой нет, не питать, понимаешь? То есть май на работе — это семейная разборка. Почему семейная? Или ты перепутала уже жизнь и работу, у тебя работа равно жизнь. Поэтому так показывают. Ну или с семьей ты работаешь. Но разборка будет грязная, неприятная, но нужная. После нее ты будешь знать, на кого можно реально положиться, а на кого нельзя, несмотря на годы вместе, доверять, понимаешь? И свежий старт придет через вот эту драку. Тогда поле расчистится, да, и останутся только те, кто реально на твоей стороне. Но это нужно будет. Тут я ничего поделать не могу. Обязательно подписывайся на канал. Если ты это видео посмотрела, то меня пока нет. Но это уже странно. Так, ладненько. Пока.